Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Ну что, мои дорогие, давайте посмотрим, что сегодня нам расскажет поток. И тема нашего сегодняшнего разбора будет такой: вы и ваша тень. Какая у вас темная сторона и стоит ли с ней бороться? И наш сегодняшний разбор мы сделаем только на одну позицию, поэтому внимательно слушайте сигнификацию. Да? Мы просигнифицируем вас, кто вы, что вы, в каких энергиях живете сегодняшний день, да, сегодняшнюю жизнь, и вы уже определитесь, да, ваш этот разбор или не ваш. Стоит ли вам его, собственно говоря, смотреть? Ну, я думаю, что по большому счету, да, стоит посмотреть в любом случае, потому что такие вещи очень психологичны, и что-то важное для себя вы можете услышать в любом случае. Итак, начинаем сигнификацию. Да? Кто вы, что вы? Какой вы человек. Напомню, да, что наши разборы могут смотреть не только женщины, но так как все-таки 90% подписчиц и телезрителей, да, являются женщинами, да, я всегда делаю все именно с уклоном на женскую аудиторию. Вот. А мужская аудитория, конечно, может все переворачивать под себя уже, да, просто как бы не она, а он и так далее. Итак, мои дорогие, что здесь можно сказать о вас? Ну, первое, у вас есть очень сильный мужской стержень, потому что вы находитесь в энергиях жезлового короля. Это значит, что вы сами протаряете свою дорогу в жизнь. Значит, никто вам ничего в этой жизни просто так не давал, в ротик не вкладывал, да, какие-то жизненные достижения или, может быть, материальные покупки, да, фундамент материальный. Вам пришлось сделать себя самостоятельно. И вы всегда и во всем опираетесь на себя и зарабатывали свои деньги только самостоятельно. Именно поэтому у вас не хватает, ну, такой, знаете, покладистости, наверное, какой-то такой, то ли доверчивости, то ли подстройки под мужчину, что ли, вот так вот можно сказать. Потому что очень много мужских задач, очень много мужских энергий, настоящий мужской стержень внутри. Вы достигатор по жизни, и, может быть, у вас свой бизнес, да, то есть вы сама себе голова, вы сама себе глава жизни. А хочется очень сильно любви, потому что уроки уже многие пройдены в вашей жизни, вы много что поняли и про мужчин, и про себя, и про отношения, и хочется, очень сильно хочется любви. Я бы сказала, что вы одиноки, да, вот из того, что показывают карты, вы, скорее всего, не замужем, но у вас есть ребенок, по крайней мере, один точно, может быть, и не один, да, но вот один есть точно, это может быть и мальчик, и девочка, и этот ребенок может находиться на расстоянии от вас, и вы о нем переживаете. Вот. Ребенок есть, а вот мужчины рядом я не вижу, потому что есть глобальное ощущение «хочется любви», я хочу быть любимой, я хочу быть наполненной. И вы ради вот этого состояния влюбленности, ради ощущения нужности кому-то, да, ненужности на работе. У вас есть это ощущение, что вы профессионалы, на работе вы очень нужны и вы очень самодостаточны. Но хочется к этому добавить нужность конкретному человеку, мужчине, да, чтобы кто-то хотел вас как женщину, чтобы кто-то стремился к вам, чтобы кто-то нуждался в вашем тепле, в вашей заботе, в том, что вы можете дать. Хочется простого человеческого счастья, скажем это так.
да, обозначим это так, что это я сегодня вообще косноязычна. Вот, значит, хочется простого человеческого счастья, а отношения, во всяком случае, последние отношения в вашей жизни, да, вот, может быть, их было несколько, может быть, одни, они шли с каким-то уклоном в залипание. Вот ощущение такое, что и вы-то сами не любили в этих отношениях, а находились в какой-то зависимости от мужчины. Как будто бы вы осознавали все его недостатки, осознавали какую-то, может быть, темную сторону его души, но тем не менее вот вы все равно к нему тянулись, все равно были в залипоне от него, потому что вот свойственно вам лунное залипание, да, уход в какие-то ментальные каналы, в ментальные диалоги с этим мужчиной. И вот знаете, еще как интересно, вы, допустим, если взять какие-то ваши вот прошлые отношения, недавние, вот они были с мужчиной, который то ли младше вас, то ли он не такой зрелый, как вы, да, как бы по-другому смотрит на жизнь, меньше ответственности берет за жизнь, вообще не хочет брать какую-то ответственность. Так вот, ощущение такое, что вы не столько общались с этим человеком, сколько общались с ним же в неких ментальных диалогах. То есть вы все время в своих мыслях уходили к этому мужчине, начинали с ним спорить и могли помириться и поругаться у себя в голове. Вот. А в реальности ничего не происходило. И там же у себя в голове вы сделали какие-то выводы насчет этого человека. И в принципе за последнее время у вас так и происходит во всех отношениях, которые у вас возникают. То есть событий как таковых нет, а есть постоянное вот это вот, знаете, обдумывание, внутренние диалоги какие-то с человеком. А хочется нормальных отношений, событийной любви, когда вы встречаетесь с кем-то, когда вы сидите за общим столом, вместе кушаете, обнимаетесь, целуетесь, валяетесь в постели, вместе куда-то едете, да, то есть вам хочется реального человека рядом, которого можно чувствовать. Вы устали от этих ментальных отношений. Может быть, у вас очень много отношений по интернету, по переписке, да, поэтому они вот выдаются как ментальные. Вот. А хочется живых, настоящего тепла. И вы этого достойны, вы этого заслуживаете. Хорошо. Давайте смотреть вашу тень, да, вашу темную сторону. В чем она? Вашу тень и вашу темную сторону. Интересно. Все карты выпали перевернутые. Значит, ваша темная сторона, первое. Вы боретесь за недостойных. Вы очень сильно боитесь одиночества, или не переносите его, или боитесь старости, возможно, одинокой. Да? То есть тут у каждого что-то свое. Но даже понимая, что мужчина вас недостоин, даже понимая, что человек не приносит ничего хорошего в вашу жизнь, вы продолжаете за него бороться. Вот из вот этого страха остаться одной вы готовы принять даже вот дерьмишко какое-то, которое валялось на дороге, вы его подобрали и думаете, что вы его отмоете, да, это дерьмишко. Тут вот, понимаете, буквально о чем говорят, я сейчас в виде истории вам расскажу, да, вот вы идете по улице, да, лежит дерьмо, вы его подбираете и пытаетесь из него вылепить кувшин, сосуд, да,
у вас долго ничего не получается, вы добавляете в это дерьмо, там, я не знаю, золото, заботу, еще что-то, да, вот что-то от себя добавляете, и постепенно, да, как бы масса становится более плотной, из нее что-то начинает получаться, но оно все равно воняет дерьмом. Но тем не менее вы считаете, что вот и такое мне тоже подойдет, да, сейчас я из этого кувшина буду воду пить. То есть вот это ваша темная сторона. Вы настолько боитесь одиночества, холода, чего-то такого внутреннего, да, что вы готовы подобрать любое дерьмо, отмыть его, сделать из него кувшин, вот лишь бы кто-то был рядом. Еще одна сторона теневая, которая вот от первой далеко не ушла, да. Вы прям выискиваете мужчин с недостатками. То есть ощущение такое, что не то, чтобы к вам не идут достойные мужчины, вам с ними скучно, потому что их не надо спасать. Да, а реализованного, достойного мужчину спасать не нужно. Он сам кого хочешь спасет. Мужчину, который что-то дает, который щедр, у которого что-то есть, да, его не нужно спасать. А у вас вот этот вот внутренний спасатель, отмыватель от дерьма и какая-то, ну, такая вот внутренняя медсестра в госпитале, это какая-то основная личность, понимаете? И вы сами выискиваете нереализованных, инфантильных, грубых, черствых, меркантильных мужчин именно потому, что там есть что спасать, есть что отмывать. Вам кажется, что у вас есть какая-то высшая миссия, ну вот хоть кого-то из этой братьи очистить, отмыть и привести к свету. Вы-то человек очень духовный, у вас колоссальная такая, вот, знаете, материнская энергия внутри, но вы ее расходуете не на тех людей. Каждый идет свой жизненный путь, и если человек идет его плохо, неправильно, да, не понимая, зачем он вообще пришел в эту жизнь, его не надо спасать. Ни у кого такой миссии нет. Его надо оставить в покое, и пусть он лежит и пахнет на этой дороге, да, как бы. Вот, то есть у вас есть темная сторона, да, которая, ну, вот она там из нескольких подтеней состоит. Основная тень состоит из нескольких подтеней, но все это об одном и том же. Да? Все это о комплексе спасателя, о нереализованном материнском инстинкте, не до конца реализованном. Да? Может быть, вы вашему ребенку не смогли отдать себя как мать, потому что были заняты работой, потому что не было времени, не было возможности, были слишком молоды, растили в одиночестве, да, ребенка. И у вас сейчас вот вас гложет внутреннее подспудное чувство, что надо хоть кому-то отдать свою материнскую любовь. И вы выбираете себе вот таких инфантильных, незрелых товарищей, злобных, зависимых от денег, которые не способны вообще ни на что, и начинаете воспитывать как свое собственное дитя. И получаете чего? Получаете по рогам, потому что эти мужчины или используют вас до последней капли, да, и потом уходят, или как-то некрасиво с вами поступают, оскорбляют, унижают ваше достоинство. Вы все время понимаете, вы человек-то очень мудрый, вы понимаете, что вы не правы в своем поведении, но продолжаете завидной регулярностью делать все то же и то же и то же. Вот. Значит, здесь буквально говорится о том, что вы делаете то, что вас убивает. Дальше. Еще одна теневая сторона. Вы не брезгуете треугольниками. То есть вы позволяете себе вступить с мужчиной в отношения, даже если вы знаете, что он женат. Безусловно, всегда находятся оправдания, особенно у мужчин.
которые ведут такой образ жизни, да, жена меня не удовлетворяет физиологически, мы с ней давно не спим, мы живем в разных комнатах, эмоционально она меня не заводит, у нас только дети, у нас только недвижимость, да, да что бы там ни было. Если тебе плохо, уходи, после этого ищи другого человека, ведь другой человек – это тоже жизнь, это тоже душа. А вот треугольные отношения, любые треугольные отношения – это использование всех. Использование. Значит, как некую грань, да, еще одну вашей тени нам показывают позволение внутреннее себе вступать в треугольники. Вы как-то предпочитаете не замечать того, что на другом конце этого треугольника есть еще одна женщина, да, которая стирает ему носки, готовит ему борщи, родила ему детей, и которая тоже живой человек, хочет быть счастлива. Вы себя оправдываете, пытаетесь не видеть каких-то таких нюансов, назовем это так, да. Может быть, вы говорите себе, что ну, я тоже хочу быть счастлива, дайте мне мой кусочек счастья. Вот. То есть вот еще одну сторону тени показывают. Да? Значит, смотрите, что я хочу сказать, мои дорогие. То, что я сейчас озвучиваю, да, это информация из потока, которую я получаю через карты. Это не мое личное мнение, не мое личное убеждение. Поэтому я вас очень прошу, когда вы в комментариях, да, начнете писать, что Людмила, что тут за морализм, да, что вы такое говорите, или да я никогда себе не позволяю треугольников, они сами ко мне липнут, и что-то в этом роде, да, вы тоже всегда делайте небольшую сноску, да, на то, что я читаю для вас информацию из потока, а не высказываю свое личное мнение. Итак, вот ваша тень, да, о которой нам говорят. Тень, о которой нам говорят. Вы очень сильно растворяетесь в мужчинах, причем в недостойных мужчинах. И вот прям сами чувствуете, что теряете себя. Мужчины начинают прям выжимать из вас все соки. Итак, сейчас я подумаю, ну ладно, давайте тогда возьмем Анару, да, и посмотрим, что же вам с этим делать. И нужно ли что-то делать, да? Нужно ли вам работать со своей теневой стороной, со своей тенью. Да, вот с этой тенью, да, с вашим первое, да, с вот этой вашей способностью, с вашим желанием бесконечно кого-то спасать, нужно работать и работать срочно. Потому что, безусловно, да, безусловно, в этом ваш дьявол, в этом ваше внутреннее искушение, и с этим нужно бороться. Потому что все ваши отношения идут по одному и тому же сценарию, по одному и тому же кругу. И вы всегда остаетесь несчастливы, и вы всегда остаетесь в одиночестве. Даже если это какое-то, знаете, ощущение одиночества. Значит, здесь, если вы не научитесь вести себя по-другому, не включаться с точки зрения матери и сына, да, в отношения, к сожалению, вы так и будете кружиться по вот этим вот бесконечным кругам, циклам, проходить определенные циклы. Вам нужно понять, что вы первая девочка, да? Может быть, виной всему вот эти мужские энергии. Вы девочка. Вам нужно обнаружить в себе не только сексуальность, а еще и нежность, женственность, и вот эту маленькую девочку, которая так сильно хочет любви.
вам нужно в себе это все обнаружить. Дальше. Здесь просто, вот смотрите, говорится о том, что вы как будто бы отвергаете сильных мужчин. Вы их к себе не подпускаете. Вы очень боитесь по-настоящему стать слабой, что ли. Понимаете, на сильную женщину всегда приходит слабый мужчина. На слабую женщину может прийти нарцисс, да, жесткий мужчина, не сильный, а жесткий. И только на женщину гармоничную, на женщину, которая нашла определенный баланс между своей слабостью и своей силой, между своей мудростью и своей глупостью, да, может прийти по-настоящему гармоничный мужчина. Людей на 100% гармоничных не бывает, потому что каждый человек идет через свои травмы и свои боли, да, к определенной структуре личности, которая вам встретится, да, вот, в определенном возрасте, в мужском определенном возрасте. Вот он до этого возраста прожил жизнь, набрал опыта, набрал травм, боролся с этими травмами, сделал какие-то выводы, вот, и стал определенным человеком. И вы точно так же прожили. И нужно понимать, да, что у этого человека не будет только хороших черт, только того, что вам нравится. У него будут и плохие черты характера. Но если вы готовы с этим мириться, не бороться, изменить вы ничего не измените, а мириться. И если вы увидите, что человек тоже ради вас готов мириться с вашими недостатками, да, вот тогда нужно вступать в эти отношения. Понимаете? Тут вопрос в том, что у вас превалирует страх. Страх одиночества, страх собственной старости, того, что вы уже никому не нужны, что вы недостойны лучшего, раз всю жизнь попадались какие-то инфантилы. Да, вот эти вот все убеждения, ваш страх формируют определенную энергию, да, которая подманивает вот все такое же дерьмо, которое вам встречалось до этого. Дерьмо, которое надо отмывать, формировать, строить, что-то из него делать и лепить. Понимаете? Не надо ничего лепить из дерьма. Из него ничего не вылепится. Сложная задача у вас, потому что бороться с такой тенью очень тяжело. Бороться с такой тенью очень тяжело. Это все идет корнями из детства, из того, что вы рано повзрослели, из того, что, возможно, вы были родителем своей маме, папе. И, собственно говоря, очень тяжело переделать вот эти вот убеждения, да, но нужно. В вашем случае нужно, да. Я не знаю, как вам это сделать, если честно, потому что что нам говорят карты? Они говорят о том, что вы должны побороть эту свою тень, стать просто вот женщиной, не женщиной-мамой, а женщиной-женщиной. Знать свою ценность, самоценность, да, знать о своей сексуальности, неважно, сколько вам лет. Знать о своей красоте, неважно, сколько вам лет. Перестать зацикливаться на том, что время бежит и надо куда-то торопиться. Не надо вам никуда торопиться. Нужно наполнить свою жизнь какими-то другими приятными моментами. Понимаете? То есть помимо работы, которая у вас вдоволь, может быть, найти какое-то хобби, интересоваться какими-то интересными вещами, может быть, искусством, может быть, начать писать книгу, стихи, что-то в этом роде, картины. То есть нужно себя чем-то занять, чем-то духовным, творческим, что отвлечет вас от вот этих мыслей, что надо гнаться за любовью, надо торопиться, потому что жизнь идет, она уходит, она просачивается сквозь пальцы. Вы должны понимать, что наша жизнь, да, она не совсем наша, она сформирована свыше. И это судьба – это живой процесс, это не статичный процесс, это живой процесс. И если ваши высшие кураторы, создатели, да, увидят
что вы перенаправили энергию, да, со страха, с ожидания плохого чего-то, с ощущения старости приближающейся, да, что вы перенаправили свою энергию в творчество, перенаправили ее в другие интересы, то вот эта ваша изменившаяся энергия, да, она, во-первых, привлечет другого мужчину, который вам нужен, а во-вторых, вам помогут ваши ангелы-хранители. Они вам этого мужчину пододвинут. Да? И вы, вот уже вы изменившиеся, без вот этих материнских вещей, да, когда надо кого-то спасать, спасательских, возможно, да, позволите себе быть в отношениях девочкой, слабой, и наконец-то обретете то счастье, которое вы хотите обрести, а не которое вот сейчас у вас валяется, да, вы его подбираете. Ну вот как-то так. Постаралась, девчонки, объяснить настолько, вот насколько могу это объяснить, потому что на самом деле тема вашей тени очень сложная. Побороть подобные вещи очень тяжело. Да? Трансформировать их скорее нужно. Да? То есть бороть их не нужно. Когда мы с чем-то боремся, это наваливается на нас еще сильнее. Лучше трансформировать это в творчество, в какие-то занятия интересные. Да? Может быть, пойти записаться в какой-то хор, в какой-то коллектив, начать петь, начать что-то, на йогу пойти, понимаете? То есть нужно действовать, не нужно ковыряться в себе и зацикливаться там только на работе или только на поиске любви. Нужно действовать разносторонне, менять свою энергию, да, и, конечно же, в этом случае привлекать уже каких-то совсем других персонажей. Ну вот как-то так, мои дорогие. Не переживайте, одиночество вам не грозит. Все у вас будет хорошо. Ну, это я говорю почему? Потому что у меня на дне колоды отшельник перевернулся. То есть вы выйдете из своего состояния одиночества. Вопрос в том, что не надо подбирать все то, что не подобрали остальные. Нужно позволить высшим силам сделать для вас достойный выбор. Не надо никуда торопиться. Ну что, мои дорогие, такой вот сегодня получился у нас психологический разбор. Я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.